Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, чтобы была возможность на постоянной основе смотреть видео мастер-классы. Сегодня мы продолжаем тему «Учились вязать мотивы», а сегодня у нас вот такая симпатичная шаль из самых простых мотивов, которые, наверное, только есть. И обвязка петли Соломона. Я думаю, что она тоже многим нравится. Предлагаю посмотреть. Мы с вами разобрались, как вяжутся мотивы и как они соединяются. Теперь задача, как вяжется второй и последующий ряд. Все ряды вяжутся одинаково, поэтому посмотреть нужно. Я хочу предложить вариант вязания либо палантина, то есть это мы с вами набираем мотивчики, допустим, 4-5 и вяжем ровным полотном. Либо вязание шали. Вяжется тоже одинаково. Единственное, что не довязывается только один мотив. Вот мы набрали, допустим, для шали. Не набрали, а связали цветочков 10-15. Закончили вязание. И начинаем второй ряд, 3, 5, 10. Не довязывая только лишь один мотив. Вот, один мотив не довязали в первом ряду, вернее во втором. Один мотив не довязали в третьем, в четвертом. И у нас получается лесенка, из которой легко получается шаль. Вязание второго ряда. Мы все соединили, провязали практически весь мотив. Вот. И вот в этом моменте, перед тем, как вот нам нужно вот соединять, мы опять набираем 25 воздушных петель, провязали первый ряд. Точно так же, после того, как у нас провязана маленькая арочка, мотив уже законченный, мы вяжем 25 воздушных петель. Начало вязания мы уже знаем, мы это смотрели все. Провязываем до соединения. Вот. Начало нашего цветочка. 4 столбика, 2 воздушные петельки. Находим маленькую арочку, за которой всегда происходит соединение. Соединяем. Соединение тоже всегда одинаковое. Никаких сюрпризов. Мотивы не так сложно вяжутся, как вам кажется, на самом деле. Прям очень-очень легко. Следующую арочку 4 столбика с одним накидом, то есть мы продолжаем вязать цветочек наш. 4 столбика. Так как маленькая арочка у нас была, значит сейчас будет большая. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И, соответственно, смотрим, где у нас большая арочка. Вот она у нас. Присоединяем в центр. 5 воздушных петель. 1, 2, 4, 5. По ходу цветочка опять вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 воздушные петельки, маленькая арочка и 4 столбика. 4 столбика, которые легко запомнить. Мотив всего лишь из 2 рядочков. 4 столбика. Смотрим, что у нас получается. Вот. В этом моменте первый мотив мы никогда довязывать не будем. Мы его будем оставлять вот в этом месте. 1, 2, 3, 4 лепесточка. 4 лепесточка. Присоединили первый короткий, второй длинный. И у нас осталось вот такое вязание. Теперь наша задача сделать новый цветочек. Мы опять набираем 25 воздушных петель, соединяем в коротком месте, в длинном месте, в коротком месте, в длинном месте. 25 воздушных петель мы превращаем в первый ряд и опять один цветочек. Разворачиваем вязание таким образом, чтобы было удобно. Вот. Первое соединение идет с первым
мотивом второго ряда. Раз, два, 2 воздушные петельки. Соединение всегда идет за короткую часть. Первое соединение за короткую. Раз, два, арочку. Поэтапно довязываем все наши цветочки. Раз, два, три, 4. Теперь у нас 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Смотрим, где наше длинное красивое соединение. В центр вкалываем и соединяем. И у нас получается тут красивый цветочек. Паутиночка такая. Раз, два, три, 4, 5. Возвращаемся к своему мотиву. Поочередно, да, довязываем лепесточек. 1, 2, 3, 4. Раз, два. Теперь у нас короткая арочка. Мы привязываем уже мотив ко второму цветочку. У нас же тоже второй цветочек, и это второй. К нему присоединяемся. 1, 2. Довязываем 4 столбика. По факту, да, у нас уже идет соединение по кругу. Раз, два, 3, 4, 5. Опять смотрим наше вязание, что у нас получается. Мы соединили второй в коротком месте, теперь в длинном. В центр вкалываем. 5 воздушных петель, чтобы вернуться. Раз, два, 3, 4, 5. По кругу довязываем. 1, 2, 3, 4. Вяжем короткую арочку. Раз, два, 3. И еще 4 столбика. Раз, два, 3, 4. Вот. Что у нас получается? У нас связан цветочек 8 лепестков, вернее 6 лепестков из 8. Привязан к первому мотиву, к угловому моменту, ко второму мотиву. Вот и все. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы вяжем как первый листочек. Вот у нас 8 лепесточков, должно быть 6 связано. В этом моменте вяжем 25 воздушных петель, цветочек соединяем за короткую, за длинную, за короткую, за длинную. Цветочек готов. Все просто, да? Если у нас палантин, мы довязываем до конца и в обратную сторону идем. Если у нас шалька, мы довязываем только еще один момент, мотивчик. Последний не довязываем. Вот мой второй ряд. Последний мотив я не довязала, как мы с вами разговаривали, и пошла в обратную сторону. Идем, 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 доходим до того мотива, с которого мы начинали. У нас тут 4 лепесточка. 2 мы довязываем, 2. Вязание абсолютно одинаковое. Не бойтесь пробовать. Мы довязываем наши 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаем короткую арочку. Раз, два, 3. И опять 4 столбика. Раз, два, 3, 4. У нас 6 лепестков. 6. И на этом мы заканчиваем вязание, не довязывая 2. А начинаем вязать новые. То есть вот наши 6 мотивчиков, как мы обычно вяжем сбоку, да? 25 воздушных петель. Присоединяемся за короткую арочку, за длинную арочку и оставляем
как вот у нас было. Раз, два, три, 4 лепесточка. И начинаем вязать опять в сторону. То есть в первом мотиве у нас всегда будет 4, потом идем в сторону. Присоединяемся короткая, длинная. И на 4 лепесточках продолжаем вязание заново. Это то, что мы вязали во втором ряду. То же самое повторяется и в третьем ряду, и в четвертом, и в пятом. Всегда. Первый мотив у нас всего лишь 4 лепесточка. И мы с 4 лепесточков начинаем набирать 25 воздушных петель и вяжем цветочек. Второй мотив у нас всегда будет из 6. Только 2 недовязанных. Третий из 6, четвертый из 6, 10 из 6. Идем в обратную сторону, довязываем все это. Доходим до первого мотива, довязываем его до 6 лепесточков. Из 6 лепесточков начинаем новый мотив вязать. То есть все время идет повтор. Как мы связали второй, так и третий. Как третий, так и четвертый. И пятый, и шестой. Теперь наша задача 25 воздушных петель. И опять вяжем, не довязывая последний мотив. Довязываем шаль таким образом, что каждый раз у нас на один мотив меньше. Было 4, 3, 2, 2 осталось 1. Тоже вяжем, довязываем. И потом, после того, как мы провязали 6 лепесточков, весь наш первый ряд мотивов мы довязываем. Довязываем точно таким же образом. Здесь никаких сложных моментов нет. Вот так вот расположили себе к себе. И также довязываем 2 лепесточка, длинный мотив, 2 лепесточка, длинный. Вот, довязываем до конца. И потом вопрос останется в таком месте. Смотрите, довязали все, завершили, и вот наше вязание. Вот. Как вот здесь решить вопрос, чтобы смотрелось красиво? Довязываем до конца, отрезаем ниточку, привязываем в первый мотив, вот, в первый мотив, и вяжем пол мотивчика сюда, пол мотивчика сюда. То есть мы вяжем только в одну сторону, не довязывая в обратную. Ровно половинка мотива идет. Причем мы набираем, у нас же 5 петелечек уже есть, с центра вкалываем крючок и набираем 20 воздушных петель. 20 воздушных петель. Набираем, а не 25, потому что у нас уже длинная есть арочка. И вяжем ровно половинку мотива. Довязала я все до конца, отрезала ниточку и решила немножко по-другому выровнять. Привязала в самый верх ниточку и 7 воздушных петель присоединилась за короткую арочку, 7 воздушных петель за длинную арочку, за короткую, и вот таким образом, чтобы не вязать половинки. А теперь просто-напросто обвязка петлями Соломона полностью по всей окружности. Я думаю, что она легко выровняет вязание. Петля Соломона, помним, да? Как она вяжется. Достаточно просто. Вытягиваем петельку, делаем накид. Накид в петлю. Между петлей и накидом столбик без накида. 2 петли Соломона обычно мы присоединяем в следующую арочку. Длинную арочку и в короткую. Вот таким образом по периметру мы вяжем. Обвязываем 2, 3, 4 рядочка. Петли Соломона, они всегда хорошо смотрятся. И с их помощью вверх мы тоже хорошо присоединим. Мы будем присоединять вот за эти вот арочки. И за счет этого выровняем вязание вверху. Соответственно, сбоку тоже. Первый ряд обвязки, он практически сравнивает разницу. Уже получается достаточно красиво. Хотела показать завершение. Когда мы вяжем петли Соломона, тут такая есть небольшая хитрость, как завершить вязание и как начать его. Вверху я за арочки
зацеплялась, столбик без накида, провязывала. И вот у нас остается одно соединение. Петля Соломона и еще одна петля Соломона, мы должны прийти в самое начало. Но здесь есть такая небольшая хитрость. Петли Соломона, последняя самая петля, вяжется вот так вот. Немножечко по-другому. Для того, чтобы мы оказались в вершинке двух петель Соломона. Второй ряд, потому что нужно обвязывать с центра. Чтобы получился ромб красивый при обвязке, нужно заканчивать вот таким образом. И теперь вяжем дальше. Все время идут 2 петли Соломона, и только в самом конце петля Соломона идет 1 и еще 1. Вяжем 2 петли Соломона, цепляемся за самый центр 2 петелечек, чтобы у нас был ромб. Вот. Ромб — это правильно, это красиво. И дальше будет идти ромб все время по всему периметру. 2-3 рядочка связали, и обвязка у нас уже будет готова. Вот такая красота получается. Верх уже абсолютно сравнялся, здесь нет, да, какой-то разницы. Хотя я половинки не обвязывала, что я делала, я показывала. Вот. Все красиво, все здорово. И допустим, сколько-то вы рядов связали, у меня 3 или 4 рядочка получилось, обвязки можно больше. Опять, да, напомню, как мы завершаем ряд. Вот, у нас нужно сделать вторую петлю Соломона и вот сюда, допустим, завершить. Но нам же нужно оказаться вверху, поэтому напоминаю, что самая последняя петля Соломона вяжется чуть-чуть по-другому. Вот так вот. Вот. Мы оказались вверху нашего ромбика. Теперь последний ряд обвязки. Опять же петля Соломона. Кто захочет сделать, можно без него. И вяжем шишечку. 1, 2, 3, 4. В петлю. 1, 2, 3. 3 столбика с общей вершинкой. 1, 2, 3, 4. То есть мы связали вот такую капельку, как завершающий элемент. И еще одна петля Соломона. У нас же только одна была. Вот. Смотрим вершинку ромбика. И у нас получается вот такая вот капля. Тут уже решать вам, вязать ее нет. Смотрится она достаточно симпатично. Вверху, может быть, она не нужна, а внизу, я думаю, будет красиво. Вот и все, и весь мастер-класс. Очень простой мотив, который всегда шикарно смотрится. Красивая обвязка петлями Соломона, которая вяжется тоже просто и всегда красиво смотрится. Надеюсь, видео вам было полезным. Я предлагаю обязательно попробовать. Вы же видите, что это очень просто. Смотрится сложно, а вяжется очень просто. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, чтобы смотреть видео мастер-классы на постоянной основе, которые выходят у меня через день. Смотрим, вяжем, заносим в избранное и до новых встреч!